Всем привет! Первое поколение Prius появилось в 1997 году и с тех пор сильно эволюционировало, почти стало классическим гибридом. Всякий раз, когда люди произносят слова «гибридный автомобиль», есть шанс, что многие из нас подумают о Prius. В преддверии 2023 модельного года Toyota представила совершенно новый Prius. Этот Prius не похож ни на один из тех, что мы видели раньше. Новый Prius отличается сильно измененным дизайном, полным приводом и впечатляющим расходом топлива – 4 литра на 100 километров. Однако именно новый дизайн является тем, чем этот автомобиль действительно выделяется. Люди, считающие Prius немного скучным и унылым, внезапно изменили мнение, увидев новую модель. Возможно, Toyota сделала победителя. Toyota представила европейскую и американскую версии автомобиля, и обе они выглядят абсолютно впечатляюще. Ушла старая форма, и появился новый, более гладкий и элегантный дизайн. Передняя часть автомобиля длинная и изящная, с разделенными фарами и тонкой изящной решеткой радиатора. Новый гибрид на 58 мм короче и 25,4 мм шире, чем модель, которую он заменяет. Prius пятого поколения работает на платформе TNGA-C второго поколения компании. Чтобы помочь снизить центр тяжести автомобиля, Toyota решила разместить аккумулятор под задними сиденьями. В основе нового Prius лежит более мощный двухлитровый двигатель с недавно разработанным блоком литий-ионных батарей, который обеспечивает 15% увеличение мощности. Вся мощность передается на передние колеса, при этом суммарная общая мощность автомобиля составляет 194 лошадиных силы. Однако для Prius предлагается система полного привода с высокопроизводительным внутренним электродвигателем на постоянных магнитах, приводящим в движение задние колеса. Мощность двухлитрового гибридного силового агрегата в этой версии составляет 196 лошадиных сил, а время до сотни всего 7 секунд против 7,2 секунды в стандартной модели Prius. Подключаемый гибрид Primus Prime самый спортивный из всех вариантов. Он также использует новый двухлитровый двигатель и аккумулятор, но в этом варианте выдает 220 лошадиных сил. Разгон до сотни за 6,6 секунды. У Prime есть дополнительная солнечная панель на крыше, которая помогает заряжать аккумулятор. Просматривая комментарии о новом Prius, трудно найти кого-либо, кто не одобряет стиль нового автомобиля. Большинство людей были удивлены тем, что Prius вообще может выглядеть хорошо. Для нового Prius доступны 3 уровня комплектации. Обычная гибридная модель имеет обозначение LE, XLE Limited. Если говорить о подключаемой гибридной версии Prius, то эта версия получает обозначение SE, XSE и XSE Premium. Комплектации начального уровня оснащены 17-дюймовыми колесами и 8-дюймовой информационно-развлекательной системой с сенсорным экраном. Комплектации среднего класса поставляются с 19 колесами, 2 дополнительными подстаканниками на задних сиденьях, зеркалом заднего вида с автоматическим затемнением и беспроводной зарядкой. Максимальной комплектации получают 12-дюймовый сенсорный экран и аудиосистему премиум класса JBL с 8 динамиками, а также подогрев и вентиляцию передних сидений. Toyota Safety Sense входит в стандартную комплектацию обеих линеек. Примечательно, что Prius уже давно является частью модельного ряда Toyota, и было легко понять, почему некоторые люди были не совсем довольны дизайном автомобиля. Но Toyota сделала то, что сделала, придумала новый поразительный дизайн, который предлагает нечто немного иное по сравнению с предыдущей моделью. Цены и даты поступления автомобиля в продажу появятся позже в этом году. Спасибо за просмотр. Всем удачи!